Привет, меня зовут Артем, и в этом видео я покажу 4 способа применения скрипта Add Noise to Selected Objects. С его помощью можно быстро добавить реалистичную тряску конечностям, создать эффект тяжелого взаимодействия с объектом, сделать динамичную тряску камеры и добиться эффекта живой камеры. И все это за счет управляемого шума. Для начала коротко о том, что такое шум в анимации. Шум – это автоматическая генерация случайных отклонений параметра в заданном диапазоне. Вместо того, чтобы вручную анимировать микродвижения, мы задаем пределы изменений, а система создает естественные колебания. Это позволяет быстро добавить живости движению. Идею видео я подсмотрел у коллеги Аарона Немета и решил немного глубже раскрыть практическое применение этого инструмента. Передаю привет. Рассмотрим два варианта – свободные конечности и взаимодействие с объектом. Допустим, по задумке у персонажа должны слегка трястись руки. Выделяем нужный временной промежуток, выделяем point-контроллеры, которые хотим растрясти. В данном случае можно выделить только корневые point-контроллеры кистей. И переходим в меню. Commands, Animation Scripts, Add Noise to Selected Objects. В этом инструменте есть два режима. В первом режиме выбранные контроллеры или объекты будут иметь одинаковый шум. Во втором режиме все объекты будут трястись по-разному. Используем второй, он дает более естественный шум. В окне настроек. В первом параметре, если написано True, то шум будет применяться к глобальным координатам относительно всей сцены, то есть относительно всего, что вокруг находится. А если мы напишем False, шум применится к локальным координатам относительно родителя объекта. У point-контроллера нет локальных нодов трансформации, и это не сработает. Поэтому мы оставляем Global. Noise Upper и Lower Limits – это амплитуды шума, максимальное и минимальное отклонение от текущего значения. Чем больше значения, тем сильнее отклонение, то есть сильнее тряска. Для легкой дрожи рук достаточно значения около 15 сотых. Этот параметр отвечает за выбор осей, то есть здесь мы активируем все оси X, Y и Z. Rotation в данном случае можно ничего не писать, так как point-контроллер не поддерживает собственное вращение. Применяем шум. И вот мы получаем аккуратную естественную тряску без ручной анимации каждого микродвижения. Теперь представим, что персонаж поднимает что-то тяжелое. Здесь отличие в том, что сначала создаем связь рук с объектом на нужном промежутке времени. После этого применяем шум к самому объекту. Руки будут автоматически трястись вместе с ним. Ну и подбираем амплитуду. Тут важно не переборщить. Тряска должна усиливать ощущение веса, а не превращать сцену в хаос. Этот результат мне нравится. Идем дальше. Сейчас я вам покажу, что можно сделать с камерой при помощи этого скрипта. Начнем с эффекта тряски камеры. Выделяем камеру и выбираем участок, где нужна динамика. И открываем скрипт. Для камеры подойдут значения в диапазоне от 6 до 8 единиц. Чаще всего достаточно работы по одной оси, например, Y. Применяем шум. При необходимости можно добавить затухание через Graph Editor, постепенно уменьшая амплитуду к концу отрезка. Это создает более кинематографичный эффект. Но на самом деле не очень заметно, ну и ладно. Для эффекта живой камеры я покажу два варианта постановки. Сцена со спокойной камерой и экшн-сцена с преследующей камерой. Начнем со спокойной сцены, где как будто оператор просто следует за персонажем и нужно добиться живого ощущения присутствия и, так скажем, дыхания оператора. И в этом случае движения будут плавные и плавающие. В этом и главное отличие от обычной тряски. Здесь хаотичные движения происходят не каждый кадр, а с некоторой периодичностью. Выставляем ключи по линейной интерполяции с интервалом примерно 20 кадров и открываем скрипт. Значение 8 единиц будет достаточно, и в выборе осей мы упустим только ось Z, чтобы не нарушалось перемещение по пути камеры. И также выберем все оси во вращении.
И в последнем параметре мы напишем false, чтобы шум сработал только по заданной нами частоте, то есть по выставленным ключам. Вот, осталось поставить интерполяцию Безье и получаем вот такую живую, спокойную камеру. Для экшн-сцены, где оператор как будто преследует героя, нам нужно добиться более драйвового эффекта, поэтому здесь движение будет более ярко выраженным. Этого мы добьемся путем увеличения частоты шума, уменьшив расстояние между ключами. Здесь интервал будет примерно 7-8 кадров. Также здесь будет разная амплитуда колебаний для перемещения, и потом мы сделаем отдельно для вращения. Для перемещения мы установим амплитуду в 10 единиц, оси возьмем X и Y. Вот так это будет сначала выглядеть. А теперь сделаем отдельно для вращения. 5 единиц будет достаточно. И выбираем все оси. Здесь пишем false, меняем интерполяцию на Безье. И вот такой результат получаем. Как-то так. Надеюсь, результат и видеоурок вам понравился. На этом все. Спасибо за просмотр. To create